Я запускал Crow Country с очень понятным ожиданием. Думал, получу очередную стилизацию под эпоху первой плойки. Знаете, такую дешевую дозу ностальгии, где весь геймдизайн сводится к пиксельному фильтру и танковому управлению. Но уже через час игры я поймал себя на мысли, которую давно не испытывал в современных хоррорах. Нет, мне не было страшно. Мне было неуютно. Неуютно от того, что именно эта игра пытается мне сказать. Silent Hill пугал нас чувством вины, Resident Evil — биологической угрозой. А эта маленькая игра пугает тем, что конец света уже наступил. А мы просто купили билет в первый ряд, чтобы посмотреть на это. Сегодня мы едем в Crow Country. И это не просто ретро-хоррор. Это, пожалуй, одно из самых важных высказываний в жанре за последние годы. Мы прибываем в заброшенный парк аттракционов в роли Мары Форест, официально правительственного агента, который ищет пропавшего владельца парка, Эдварда Кроу. Неофициально Мара как агент вызывает столько же доверия, сколько сотрудник безопасности банка, звонящий в 3 часа ночи. Она постоянно врет, болтает сама с собой и явно преследует личные цели. Первое, что делает игра феноменально правильно, она убаюкивает твою бдительность. Crow Country выглядит почти комфортно. Такой карманный Диснейленд для бедных. Но за каждой яркой вывеской здесь скрывается технический коридор. Грязный, ржавый, пропитанный вонью сырости. Контраст между сказкой снаружи и гнилью внутри – это основа местной атмосферы. Ты решаешь простенькую загадку, играет уютная музычка, а потом из темноты начинает доноситься влажное бульканье. И самое криповое – местные монстры не ведут себя как классические враги. Некоторые просто стоят посреди комнаты и смотрят на тебя, будто сами не понимают, как здесь оказались. Это выглядит как немой укор. Давайте на чистоту. Большинство современных инди-хорроров просто копируют форму. Они натягивают шумы, туман и статичную камеру, но не понимают, как эта система должна работать изнутри. Crow Country — это кристально чистая настоящая сушка. Здесь изометрия — это твой главный враг. Ты заходишь в комнату, слышишь хрип, но не видишь силуэт, и твой мозг мгновенно начинает дорисовывать опасность. А воображение — это лучший художник жанра. Окружение постоянно меняется. Вот было светло, а теперь темно и дождь. Вот было все зачищено, а теперь появились враги рангом повыше. А патронов больше не становится. В недавнем обзоре на Carnival Massacre я ругал игру за то, что нам со старта выдают дробовик, а лут сыпется из врагов, как из пиньяты. Там ты терминатор. Здесь каждый выстрел бьет по твоей нервной системе. Потому что бой в Crow Country — это не экшен, это болезненный расход ресурсов. Игра понимает экономику бедноты. У тебя всегда патронов меньше, чем проблем. Да, ты остался с пустым стволом. Игра сжалится. Можно добежать до машины за припасами. Но тебе дадут ровно один магазин, которого все равно не хватит. И поэтому вот здесь так гениально работает левел-дизайн. Карта крошечная, но игра не дает тебе ее зачистить. Ты всегда будешь возвращаться в старые коридоры, в которых будут появляться новые враги. И ты запоминаешь не маркеры на мини-карте, ты запоминаешь пространство телом. Вот здесь у меня кончились патроны, здесь вылезла тварь, а вот тут я просто обосрался и побежал обратно в сейфрум. Ты не изучаешь эту карту, ты ее проживаешь. Но был один конкретный момент, после которого я понял, насколько разработчики уважают свое дело. Это крошечная, почти незаметная сцена. В какой-то момент Мара просто останавливается и начинает осматривать все сюжетные предметы, которые мы собрали за игру. Она вспоминает, где нашла каждый из них. Без пафосных кат-сцен, без простыни текста. Она просто смотрит на ключи и шестеренки, как на кусочки чужой жизни, которые помогли ей выжить. Те, кто играл в классику, знают это чувство, когда стоишь в сейфруме перед финальным боссом, смотришь в инвентарь и вспоминаешь весь этот адский путь. Разработчики Crow Country знают это чувство, и они подарили его нам. Ближе к финалу Crow Country делает то, что возвышает ее над обычным ретро-хоррором. Она перестает вызывать тревогу и начинает пугать смыслами. Помните, я сказал, что монстры здесь странные? Под этим парком Эдвард Кроу нашел золотую жилу. В прямом смысле, корни из чистейшего золота. И как любой бизнесмен, движимый слепой жадностью, он начал бурить. Но ужас не в самом золоте. Ужас в том, что эти корни скрывали портал. Портал, через который бежали люди из 2106 года.
пытаясь спастись от экологической катастрофы. А Эдвард, он просто продолжил выкачивать из него ресурс, чтобы строить золотые статуи. И чем меньше оставалось золота, тем сильнее этот портал искажал беженцев. Осознание бьет под дых. Вся та жуть, от которой мы отстреливались всю игру, это люди, искавшие спасения. А монстром оказался парень в строгом костюме, который не умел вовремя останавливаться. Игра не читает тебе мораль об экологии, она просто показывает гниющий результат человеческой тупости. И это пробирает до костей. Потому что в конечном итоге это хоррор не про парк аттракционов, это хоррор про нас. Казалось бы, после такого мразняка игра должна душить тебя безысходностью до самых титров. Но Crow Country понимает, что зрителя нельзя постоянно держать на максимальном пульсе. Как только саспенс достигает предела, игра разряжает обстановку абсолютно абсурдным юмором. В самый кульминационный момент, когда Мари угрожает реальная опасность, злодея просто комично спихивает в пропасть адвокатка. Она бегает по этому аду с целью выполнить одно условие контракта своей клиентки, некой Элейн Маршалл, из-за травмы которой парк и закрыли 2 года назад. Ты выдыхаешь, ты усмехаешься над этой нелепой сценой. И поэтому твой эмоциональный щит опускается. Но именно в этот момент, когда ты расслабился, игра бьет наотмашь своим главным твистом. Потому что Мара никакой не правительственный агент. Как мы уже догадались. Мара — это и есть Элейн. Она вернулась, чтобы посмотреть в глаза человеку, который сломал ей жизнь. Потому что Элейн умирает. Какая-то неизвестная бактерия, как прямое следствие бурения корней. И поэтому ее путь через этот проклятый парк — это билет в один конец. Последнее, чего она хочет перед смертью — найти Кроу и заставить его ответить за все. Но когда она добирается до него, игра делает свой финальный самый красивый кульбит. Эдвард не просто чах над своим золотом. Все эти годы он пытался исправить то, что натворил, и искал лекарства. И у него получилось. Но математика здесь безжалостна. Он смог синтезировать только 5 доз. А зараженных в парке 6. Кто-то должен остаться здесь навсегда. И поэтому в свой последний момент Эдвард Кроу делает единственное правильное в своей жизни решение. Он отказывается от дозы. Он жертвует собой и спускается прямо в корни, чтобы своими глазами увидеть, что находится на другой стороне, и попытаться искупить свои грехи. А Элейн забирает лекарство и просто уходит из парка. Crow Country часто называют козий хоррор, уютным инфарктом. Звучит как шизофрения, но это правда. Она создает иллюзию безопасности, чтобы потом аккуратно ее сломать об колено. Этот проект, который доказывает, что независимые разработчики сейчас понимают суть survival horror гораздо лучше, чем AAA студии с их раздутыми бюджетами. От меня по-настоящему хрустящая сушка, которая останется со мной надолго. Если вы тоже устали от пластиковых блокбастеров и ищете игры, у которых есть душа и зубы, подпишись на канал. Посмотри абсолютный контрастный ролик по Carnival Massacre. Ну и пишите в комментариях, какая современная игра, по-вашему, честнее всего показывает нашу человеческую природу. Обсудим внизу. До встречи, выжившие!